На окраине Нью-Йорка, в старом кафе у станции метро, день начинался привычно. Поезда грохотали по рельсам, улицы заполняли автомобили и спешащие на работу прохожие. Внутри кафе стояли пластиковые столы, витал запах жареного хлеба и свежесваренного кофе. Анна, официантка, с аккуратно собранными волосами и отточенными движениями, работала с самого утра. Она не улыбалась не из-за грубости, а от усталости. Клиенты сменяли друг друга. Пожилые преподаватели, студенты, люди с испачканными руками после ночных смен. Внезапно в кафе вошел высокий мужчина в дорогом сером пальто Джеффри Стоун. Его взгляд был холоден и властен, будто все вокруг принадлежало ему. Он сразу занял столик у окна под номером 7 и не стал смотреть меню. Сначала все шло по стандарту: заказ, жалобы на холодный кофе. Анна спокойно принесла ему новый напиток. Но мужчина продолжал, и его слова уже не были про кофе. Он говорил о ней, словно о вещи собственности, которую можно купить и продать. Его голос был наполнен уверенностью, что он контролирует все и всех вокруг, включая ее. Когда Джеффри сказал «Я владею такими, как ты», в кафе повисла тишина. Анна не ответила словами, не повысила голос. Она просто шагнула вперед и наняла быстрый, точный удар не от тренировок, а от внутреннего накопившегося молчания и боли. Челюсть Джеффри резко сместилась, он упал, а чашка кофе разбилась на полу. Посетители замерли. Кто-то начал снимать на телефон, кто-то поднялся. Анна стояла прямо и спокойно. Это был не протест, это был предел. Джеффри поднялся, пригрозил уничтожить ее карьеру, имя, жизнь в городе. Но никто больше не слушал. Он ушел под гул публики и звук включенных камер. К вечеру видео собрало сотни тысяч просмотров, а в директ Анны посыпались анонимные сообщения. Кто-то предлагал работу, кто-то поддерживал словами. Анна лежала на кровати в съемной квартире, все еще не веря, что она это сделала. Не ради славы, а ради тишины, которую больше нельзя было держать внутри. Через пару дней ей позвонила женщина по имени Клара Уилкс, новая глава компании, которую раньше возглавлял Джеффри. Она пригласила Анну в центр города. Не на допрос, а на встречу. В современном офисе, среди стеклянных стен и кофе из автоматов, Клара сделала предложение: стать голосом тех, кого раньше не слышали. Создать в компании отдел по равенству и поддержке сотрудников. Не ради галочки, ради настоящих изменений. Анна долго думала. Она не была активисткой и не считала себя героиней, но понимала, если кто-то услышал ее, кто-то другой сможет сказать свое достаточно. Она согласилась. Теперь каждое утро Анна приходила в офис на 35-м этаже. Без формы, без ярлыков, просто как Анна Кларк, директор по вопросам равенства. Не все было просто. Ее проверяли, сомневались, обсуждали, но слушали. Каждую неделю она встречалась с теми, кого раньше не приглашали на переговоры: уборщицами, стажерами, охранниками. Просто спрашивала: что мешает тебе говорить? И слушала молча или записывая. Она не стала символом. Она просто осталась человеком, который однажды не испугался выбрать себя. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.